Ребятки, hello, как говорится, приветствуем вас в Питере, и сегодня посмотрим с вами, какие вообще штуки в мире бывают не только за границей. Позади нас беспилотная фура, сделана здесь, в Питере, и уже получила разрешение на проезды в беспилотном режиме по трассе М11. И сегодня мы, возможно, на ней прокатимся. Обещают шторм и грозу, и пока она не началась, обзор, поехали. Итак, ребятки, Питер, что вы хотели. Перед нами тягач Mercedes Actros, ну там шильдик сняли, но это Mercedes Actros с надписью Starline. Известна многим всем надпись, да, это те самые сигнализации. Но такие же машина. Там холодно. Уже нет. Пару слов о компании. Группа компаний, в которую входит Starline, там их несколько компаний, короче говоря, они работают с 1988 года. Starline выпускает охранные комплексы, поисковые маяки, трекеры и занимается мониторингом коммерческого и пассажирского транспорта. Допустим, вот таких вот фур, вот за нами стоит фура с надписью Bitum. Когда вот такая фура едет по трассе М11, чтобы, так сказать, компания, владелец знала, где она находится, сколько стоит на заправке, вот ставятся трекеры Starline, в том числе вот такие вот автомобили. Но, ребятки, интересный факт, уже несколько лет компания Starline не только выпускает сигнализацию и охранные комплексы, они занимаются беспилотными автомобилями, причем не только грузовыми, но и пассажирскими. Давайте подойдем поближе, посмотрим, что к чему. Повторимся, грузовик Mercedes Actros, и на нем установлено, сейчас зачитаю, откалиброванный комплекс, состоящий из GNSS RTK приемников, лидаров, видеокамер и инерциальных датчиков. И уже в этом году Starline планирует запустить регулярные грузовые перевозки из Питера в Москву и обратно. Все как в фильме, как «Росомаха» с Хью Джекманом, помнишь? Ребятки, значит, история такая, что сейчас будут 3 участка, 8 километров, потом 20 километров, у тебя вся камера уже сырает. Сейчас, подожди. Поехала? Оно поехало, отходи, Кирилл. Сейчас будет участок 8 километров, потом 20, потом еще 20. И вот как бы сначала телеку надо новости выпускать вечером. В каком режиме он едет сейчас, сказать пока сложно. Мне кажется, все-таки в ручном, не в беспилотном. Люди что сидят? Зачем они так сидят? Зачем? Я слово не разобрал. Как вот вам такая технология беспилотная? Да. В смысле? Почему? Я и с напарниками-то ездить не езжу, потому что не знаю, что от них ожидать. От этой кошка перебежит неожиданно, А вы в Москву-Питер часто ездите? Да. А по платной трассе или по бесплатной? Бесплатный. А почему? Потому что слишком дорого. А сколько стоит по платной трассе проехать? 6 тысяч рублей. И что вам... Один конец. Ну а по комфорту, по бесплатно ехать, нормально в пробках стоять? А многие наоборот и засыпают около этих платных. Тулят одной стороной. Да. Дорога монотонная. Вот оно что. Да, и все. А там хоть это. Какая-то движуха, да, постоянно? Движуха. Как сейчас работать с водителем? Там престижно считается, ну как-то прибыльно? Раньше было, да, а сейчас мы как быдло. Почему? Потому что рано приехал, зачем рано приехал? Стою уже больше 2 часов на загрузке. Жду, пока начнут меня грузить. Еще и обед. Я сейчас сутки отстоял. Ага. С 3 поддонами. Ну у вас техника хотя бы хорошая, да? Я думал, я заработал на них. Точно. Удачи вам. С 11 лет за рулем. С 11 лет? Да. Как вас зовут? Евгений. Очень приятно. Приятного аппетита. Да. Спасибо, счастливо. Побежали, нас машина уже ждет. Садись в тачку. Девушки. Моя прическа сирок. Да. Так, вы работаете в компании, вот это, значит, Екатерина, Мария, работает в компании Starline. И как вам работается? Нам работается динамично. Динамично? Динамично, да. У нас компания уже 35 лет. 35 лет. 35 лет и 15 лет я работаю в этой компании. И вот сейчас у нас есть беспилотная машина. Мы разработали беспилотную платформу, стек технологий, которую можно интегрировать в любое транспортное средство. Мы сначала интегрировали в легковые автомобили, потом в другие легковые автомобили, а сейчас уже перенесли этот стек технологий на магистральный тягач. Но вот сейчас мнение человека, водителя реального, они в это дело во все не верят, потому что слишком много внезапных историй у нас. Там кошка выбежала, собака, лось. Но эти внезапные истории, они внезапные для водителя, как вы понимаете.
знаете, мы в 2020 году тоже провели эксперимент, поставили мониторы и Ага. оценивали скорость реакции водителя и беспилотника, сравнивали. И Интересно. вот задержка реакции водителя, который видит объект, который внезапно выскочил на дорогу, примерно на 10-15 секунд Мгм. медленнее просто. Даже вот Мгм. это просто вот выбежал ребенок, выкатился там мячик, еще там что-то. Поэтому, конечно, беспилотный транспорт, он более безопасный, он Ага. более быстрый, Да. он видит больше и анализирует одновременно со всех сторон. Все-таки человеческий класс, и вот момент, когда мы моргнули, ну, Да. первые 3 секунды уже прошли. А тут не моргает. Вот. Тут ничего не моргает. Да. Тут все стабильно работает. Интересно. Так, машина едет сейчас сама или не сама? Как Да, вообще? сейчас едет сама, конечно. А сколько раз она уже ездила из Питера в Москву? У нас вообще машина 2 раза в неделю ездит, но беспилотник ездит 1 раз в неделю. Но всегда человек сидит в кабине. Всегда Всегда. контролирует. Всегда есть водитель-оператор, который контролирует. Ну, пока вроде все спокойно. Да, это намного спокойнее, чем ехать в обычном автомобиле. Вот, кстати, Актер стоит такой же, но с водителем. Вот какие-то там бумажки, накладные, пакетики, супчик, все как привычно, курочка в дорогу. В этой вот, смотрите, машине только лидары и все. В комп загрузили всю информацию, тачка поехала. Здрасте. Как вам аппарат? Вообще супер. И что думаете? Какие перспективы? Думаю, что перспективы хорошие. Серьезно? А вы так без опаски в голосе это говорите? Потому что водителей нету. Ну, то есть много водителей, ну, скажем так, сомнительного такой Уровня. уровня сомнительного. Не стрёмно вам параллельно вот с такой машиной ехать по дороге? Да, абсолютно нет. То есть это безопаснее выглядит, чем тот самый сомнительный водитель? Но это же все-таки электроника. Ага. Не знаю, насколько она надежна, но если она будет надежна, а что, почему нет? У меня тоже вот свои машины, я сам езжу, Так. потому что, ну, нет водителей. То есть вы владелец, Ну, да, у но меня вот- приходится самому. Да, я сам езжу. А это как бы все больше и больше Потому что, проблем я не или знаю, всегда так молодежь- было? Она все больше как бы. Да? Да. Потому что молодежь почему-то не особо хотят. Ага. А так вот уже возрастные уже как бы люди, они уходят. Ну то есть это своевременная Это, история. Я думаю, что будущее за вот этим. Молодой человек говорит, же, что это будет управлять оператор. Ну типа как беспилотники Да, летают. да. То же самое это. Ага. Буду сидеть в себя в офисе управлять, а что нет, Джойстиком. джойстиком. Да. Понятно. Ладно. Ну когда это будет, конечно, наверное, не скоро еще. Посмотрим. Спасибо большое. Да, не за что. Ребятки, наконец-то наша очередь. Илья, здравствуйте. Руководитель Приветствую. отдела разработки. Илья, сразу по делу. Что у нас висит снаружи? Что вы, так сказать, чем дополнили машину? Ну, из того, что видно снаружи, это лидары. Лидары — это лазерные дальномеры, 128 каналов, которые со скоростью 100 миллисекунд наоборот Ага. сканируют пространство. Так. Их у нас 5 штук. Эти для дальней детекции обеспечивают нам зрение до 120 метров. Эти для ближней зоны. Ага. Эти лидары позволяют нам с высокой точностью видеть, что происходит близко к автомобилю. Там Понятно. бордюры, какие-то такие штуки. Этот лидар для беспилотного режима не используется. Он нам нужен для построения цифровой модели дороги. Чтобы поехать в беспилотном режиме по дороге, нам нужно сначала один раз проехать, отснять данные. Специальная нейросеть эти данные превращает в цифровую модель дороги, и дальше по ней мы можем ехать в беспилотном режиме. Это все внутри машины, все, весь процесс происходит. Весь процесс внутри машины, покажу, как выглядит вычислитель. Хорошо. Помимо этого есть еще камеры, их тоже 3 штуки, и то же самое, 2 для беспилотного режима, Так. 1 для построения цифровой модели дороги. Если отойти подальше, на крыше будет видно 2 таких тарелки, это GPS-приемник с РТК-поправками. Что, с еще какими поправками? Каждые 30 километров примерно вдоль М11 стоит специальный эталонный GPS-приемник, который... ладно? Да. Интересно. Местоположение этого приемника известно с миллиметровой точностью. Так. Он, получив свое местоположение накоплением, Ага. может рассчитать, какое сейчас искажение в ионосфере, передать эту информацию Ё-моё. нам. Как только мы получили эту поправку, мы применили ее поверх этих стандартных полученных данных и можем понять свое местоположение с точностью до 2 сантиметров. Теперь два самых таких насущных вопроса, что вот в комментариях люди спрашивают. Значит, во-первых, у нас тут где-то вот надпись на английском. Техника иностранная, видимо. Так точно. Вот. Какие вот мысли на этот счет?
Ну, я думаю, что предстоит все это дело локализовывать. Например, для маленьких такси вот этих вот, Да. которые яндексовские, разработан российский уже лидар. А, У него вот так. недостаточно разрешающие способности для использования в автомобилях. Да. Поэтому в автомобилях, что мы, что Яндекс, что Сберавтотех, вынуждены использовать китайские, американские, японские. Понятно. Но я уверен, что не сегодня, так завтра они появятся. Второй вопрос, мне даже еще один созрел. Камера вот у нас, капли воды на ней. Сейчас у нас так погода ухудшается. Это Вот. влияет на качество работы? Это влияет на качество работы. Есть такой лайфхак, которым пошли, например, американские разработчики беспилотных технологий. Возможно, вы знаете, что они сейчас все эксперименты проводят в Аризоне. Где сухо. Где сухо. Точно. Да. У нас вот, если вы к нам приедете через пару-тройку недель, у нас как раз сейчас на модернизации система омывания камер и лидаров. На проезд по М11 в плохих условиях нам нужно 70 литров омывающей жидкости. Сложно, Да, звучит, сложно. да. То есть вроде все речь идет об экономии, да, что водителей заменить, вроде как. Но по факту траты тоже приличные. Сейчас действительно все вычислители и датчики, они производятся малым объемом, из-за этого высокой стоимости фактически они удваивают стоимость автомобиля. Удваивают. себе. Если мы будем вкладываться в инфраструктуру, Да. и эти лидары будут стоять не на автомобиле, а, например, на столбах. На автомобилях вообще не нужны будут датчики. Чем больше вы перенесете с автомобиля на инфраструктуру, тем меньше вам нужно будет удорожать автомобиль для беспилотного движения. То есть это, я считаю, это временная стадия. Вот тогда третий вопрос, самый, так сказать. У автомобилей Tesla вот этого всего нет, но они прекрасно ездят в беспилотном режиме. Вопрос только ограничений и возможностей по безопасности. Можно ехать только на камерах, действительно. Можно ездить вообще только по GPS, например, с лидаром. Ага. То есть вы по GPS поняли, где вы находитесь, вы знаете, какая карта, и просто по ней едете, а по лидару смотрите, чтобы ни об кого не стукнуться. Так. Примитивный вариант. Чем больше вы наинтегрировали информации, тем безопаснее и прогнозируемее у вас перевозки. Здесь у нас система питания, распределение сети, с противоположной стороны вычислитель. Если мы его откроем, то можно будет И посмотреть. тут самое интересное, ребятки, смотрите, еще. Вы когда целый комп здесь у вас, да? Комп с другой стороны. Здесь А еще с другой силовая стороны комп. составляющая. Поскольку мы проверяем множество различных идей в один момент времени, у нас Да. крутится множество нейросетей, которые мы между собой сравниваем. В Поэтому машине. нам вычислитель нужен значительно мощнее, чем тот, который нужен будет на серийном автомобиле. В каждой беспилотной машине что-то вот такого вида должно быть, правильно? Мозги, грубо говоря. Это научно-исследовательский проект. Поэтому ясно. здесь избыточная вычислительная мощность. Тут, вот, если вы посмотрите, стоят вентиляторы и за ними радиаторы. Это система охлаждения. У нас Для стоит вот этого. вычислитель с жидкостным охлаждением. В серийном автомобиле это будет не нужно. У вас будет крутиться одна адаптированная нейросеть, которая выполняет свою задачу, а не как у нас 10, чтобы сравнить их между собой. Ясно. Ну что, прокатимся? Конечно. Ребятушки, прокатимся. Залезай. Господа, мы готовы. А это что у вас такое? Это у вас на коленке, да? В буквальном смысле на коленке. В ручном режиме старт у нас происходит, правильно? Не обязательно. Сейчас мы в ручном режиме, потому что мы стоим на стоянке, для которой у нас не отснята цифровая модель дороги. А, вот так. Если мы находимся на той части дороги, где у нас есть модель, то она стартует в беспилотном режиме. Сколько у вас всего интересного. Этих кнопочек. Но модель дороги же постоянно меняется. Это Вот да, сейчас ремонт дороги начнется, уже другая модель дороги. совершенно верно. Оператор, отвечающий за дорогу, которая адаптирована под беспилотные автомобили, сначала вносит правки в цифровую модель дороги, а после этого размещает знаки о том, что здесь ремонт дороги. У нас вот на этих табличках зачастую там через 3 километра ДТП, через 2,5 километра машина в правом ряду. Ага. Да? Вот эта вся информация сейчас она дублируется на дисплеях, а она должна попадать в систему цифровой модели дороги беспилотного автомобиля. Беспилотник может двигаться только по той дороге, где модель актуальна. А Tesla же ездит вот, ну, как бы по разным дорогам. У них же Это- нет модели всех дорог всей Америки. Секунду, я включу, чтобы мы уже... Так что, о, Я прям. нажимаю кнопочку «Автопилот». Ага. Всё, она поехала. Сейчас у нас автопилот, Да, автопилот. но руки должны быть постоянно на руле, да? Ну, это требование. Требование. Да. Мы, чтобы поснимать, можем попросить убрать на какое-то время. Вот пока как раз поворот идет, сейчас она порулит немножечко. Но в целом у нас требования к водителям-испытателям, что они все время должны быть на руле. Первый же сценарий, с которым мы столкнулись, какой? Так. Мы едем, сзади едет груженая фура. Она Сзади. хочет экономить топливо. Да. Она встает нам бампер в бампер. Так. У нас загрузка 5 тонн, у нее 60 тонн. Мгм. Соответственно, тормозной путь у нее в разы больше.
Дальше нас гоняет другой автомобиль, который нас подрезает. Встраивается впереди. Встраивается впереди на небезопасной дистанции. Да. По правилам дорожного движения мы должны увеличить дистанцию Да. до необходимой. Да. И так уж получается, что в этот момент тот, кто ехал сзади, Да. обязательно окажется в нашем заднем бампере. Точно. И поэтому это вот самая частая причина. Мы считаем количество перехватов, когда мы вынуждены, водитель-испытатель вынужден перехватить управление у беспилотника и зафиксировать, что отклонение, и записать там для развития будущих алгоритмов. Он перехватывает, отпускаем эту машину на безопасное расстояние, включает. Как это будет отрегулировано, непонятно, потому что либо мы нарушаем правила и не выдерживаем дистанцию, Ага. избегаем ДТП, либо мы не нарушаем правила. И вот эти вот все нюансы, их нужно будет Много учесть нюансов, к тому, много. чтобы... Это я всего один пример привел, самый Один, да. наглядный. Правильно я понимаю, что единственный способ у беспилотника как бы что-то предотвратить, это только тормозить? Это как заложено в алгоритме. Правила Он может резко уйти в соседнюю полосу? Попробовать. Вот как он примет решение? Уходить или тормозить? Он примет то решение, которое будет заложено алгоритмами. Ага. Ведь нет такого, что там сидит аналог человека, который решает, так, успею, не успею. Он может это все пересчитать, если у него это будет заложено. Но Так. мы сейчас туда закладываем то, что написано в ПДД. В ПДД четко написано, особенно если движение, например, слева кто-то есть, то мы не можем пытаться проскочить вот здесь в обочине. Это не по правилам. Мы должны ехать, врезаться в этот автомобиль и экстренно тормозить. Но это же нелогично. И да, но эту И неэффективно. нелогичность нужно вносить в правила использования беспилотников, потому что это должно быть унифицированное решение для всех. Да. Ибо если беспилотник действует не так, то, в общем-то, он не пройдет сертификацию, потому что он ездит не по правилам. А беспилотник — это автомобиль, который ездит по правилам. А вот сейчас мы едем в беспилотном режиме? Мы едем в беспилотном режиме. Ну, вот давайте подождем, где-нибудь поворотик будет, поинтереснее будет на это смотреть. А это максимальная скорость, кстати? Что-то мы еле едем. Сколько? Мы едем 66, там, 65 километров в час. Так это же вообще как-то медленно. Мы едем с такой скоростью, что если перед нами где-то нарисуется бетонная стена, мы по правилам должны успеть остановиться. Если бы у нас не было лидаров и были бы только камеры, и был бы туман такой, что была бы видимость 30 метров, мы бы ехали 30 километров в час. Вот конкретно Если в тумане боец, этих да. видео, где люди догоняют вот так вот машины, достаточно много. Ну, просто человек может принять решение, ай, вероятность, что я так вляпаюсь, низкая, Да. и поехал. Понятно. Беспилотник не может. Если вероятность есть, Да. он так не поедет. Он не должен философствовать на тему рискнуть, не рискнуть. Вроде груз важный, Да. вроде чай стынет, Вроде ехать, да. вроде надо. ехать надо. В туалетах вот У это. него абсолютная определенность должна быть. Вот как раз картинка, которая демонстрирует. У нас должно быть две птички между нами и следующей машиной. Точно. Вот можем посчитать, как часто это правило будет нарушаться, когда нас будут обгонять. Раньше, по-моему, такого не было, кстати. Это когда Да, это нарисовали? этим летом нарисовали. Новое? Интересно. Это совсем нововведение. Потому что вот этот вот знак чудесный, видите, что между машинами должно быть 100 метров. Да. Ну, как 100 метров глазом отмерить? Тяжело. А вот этими птичками легко. Но тягач, в отличие от обычного автомобиля, 100 метров умеет вычислять с абсолютной точностью. Ага. И поэтому он выдерживает эту безопасную дистанцию. А вот чат GPT с развитием вот этих всех, значит, историй, вам как-то легче стало? Больше перспектив появилось в легкости обучения и управления беспилотником? Вы засняли, да? Сейчас вот перестроение как раз было такое прикольное. Автоматическое. Автоматическое. То есть он сам включил поворотник и решил, что нужно перестроиться, убедившись, что сзади никого нет. Так точно. Назад он видит? Видит, конечно. Да. Я сейчас покажу. Мы видим машины, и вот видно, что назад лидарное облако распространяется. Но если бы мы стояли, было бы понятнее, на ходу сложно осознать. Здесь вот будет приближаться. Можно еще тупой вопрос? На чем это недавно Tesla ездили? подходит. На Лисян. Вот. Там та же, в принципе, визуализация. Там прям машинки нарисованы, человечки нарисованы. То есть даже человек, который в этом нифига не понимает, он садится и вау, все понятно. То есть он видит на компе, что видит машину, но как-то в понятном Так, виде. здесь Не вот- то же самое. А тут всё. песок какой-то. Тут ничего не понимаю. Здесь можно точно так же сделать, но у нас нет цели для именно развития беспилотника. Нам вообще это ничего не даст. Это просто картинка. 3 системы здесь тестируем. И заполнять ее, еще загружать ее развлекательным контентом, это его кроме развлекательного ничего не назовешь, потому что для разработки он Понятно. абсолютно бесполезен. Он ничего не дает. Вопрос мне теперь про стоимость. Вы сказали, что оборудование, которое установлено на этой машине, в 2 раза
прибавляет к стоимости еще к самой машине. Лидар стоит вот 2 миллиона рублей. Два Вот. таких поставить. Нижние лидары стоят там 300 тысяч рублей. Два таких поставить. Камеры стоят тоже. Вычислитель тоже с миллион стоит. Так вот оно одно за другим набегает. И тут мы берем среднюю зарплату дальнобойщика, условные, перспективные, идеальные 100 тысяч, хотя где-то даже и 30, и 50, и считаем, что у нас человек может 5 лет на эти деньги работать, правильно? А именно Водить ту же поэтому- самую машину. Именно поэтому в таком сетапе оно носит научно-исследовательский характер. Те лидары, которые встроены в тот же Лисян, Да. я уверен, в себестоимости, учитывая, что их уже производят там десятками тысяч, Точно, хороший она пример. уже не 2 миллиона стоит, а в себестоимости автомобиля она может быть 10 тысяч рублей. Очень большой еще экономический эффект будет от момента развития инфраструктуры. Но это такие идеальные условия. Ну, а Утопия, я бы сказал, утопичная. нет, Китай идет именно в этом Ну, это направлении. Китай, мы потому тоже что у них да. 5G, 5G Да. зачем нужно? Оно обеспечивает такую пропускную способность, что Это вы да. вычисления делаете не на борту, как мы сейчас, Мгм. а на облаке. В онлайне только подгружаете сюда результаты вычислений. Но только Всё. мы сейчас в Питер ехали, и там сигнал Edge в пути. Далее мы вставляем зарядку в розетку и готово. Пакет с телефоном будет висеть на блоке питания, никому не мешая и заряжая ваш телефон. Вот вопросик у меня такой нескромный. В Китае 5G, не возникает желания поработать вот там, где условия более благоприятны, где гораздо легче реализовать как бы, свои задумки какие-то. Тут же вы решаете проблемы, которых, ну, там, в других странах эти проблемы уже решены давно. Если говорить про Starline, Да. вот зачем мы это делаем? Это очень мощный стимул для удержания инженеров в России. То есть одно дело делать, вот упрощая, как любят говорить про Starline, сигналки, а здесь мы прям находимся на пике мировых технологий, которые пике вот всё-таки? интересны. Я имею в виду, что сами по себе технологии беспилотного вождения Да, это да. одни из самых сложных вызовов, которые инженерные есть в мире. Когда мы даем ребятам в компании этим заниматься, Да, ну, как бы мы просто снижаем вероятность, что они уедут в те же самые штаты, где это вот. развивается. Сейчас уже в ручном режиме, да? Да, да. Но она же может сама вот заезжать на Да, заправку? мы съехали. Но если мы прямо бы поехали... Нет, здесь нет этой карты. Ребяшки, приехали. Круто. Спасибо, что прокатили. Но когда будет машина сама заезжать на заправку и заправляться сама? Вот это самое интересное. Заправкой даже сейчас уже Яндекс предоставляет, то есть по большому счету, ну, заехать, если карту мы отстроим здесь, и он заедет без проблем. Да. А задача только передать информацию на заправку, чтобы заправить. Уже некоторые вопросы решены, получается. А то. Господа, огромное спасибо. Приятно было с вами прокатиться. Вот такая вот непростая история, но однозначно интересная. Перед нами один из немногих реально работающих беспилотных автомобилей. Более того, автомобиль, который уже приносит реальную пользу. Над ним работают конкретные инженеры, получают хорошую зарплату, развивают, так сказать, свои скиллы. А также эта машина возит реальные грузы между Питером и Москвой. Так что, если увидите эту машину на дороге на трассе Москва-Питер, скорее всего, она едет сама. И возможно, это надо посмотреть, один из самых безопасных автомобилей, которые сейчас есть на дорогах. Но это, кстати, покажет практика. Поживем, увидим. Так что, ребятки, беспилотная фура. Наконец-то посмотрели, даже прокатились. Ждем ваш комментарий. Увидимся. Пока.